Итак, добрый день, друзья. Начинаем вторую часть нашего путешествия. Первая часть Испания, Франция. Смотрите также на нашем канале. А вторая часть Франция, Германия. Мы выдвигаемся из Франции, из городка Виши, где мы переночевали в отеле Ибис. На троих одна ночь с завтраками обошлась нам 81 евро. Смотрите предыдущую нашу первую часть. И также смотрите обзор этого отеля, кому интересно. Читайте про городок Виши, посещайте его, он очень полезный, красивый, был популярен у аристократии в 18-19 веке как термальный источник, не теряет своих полезных свойств минеральная вода и сейчас и по сей день популярна. Мы сейчас заправляем свою машину, я вам покажу стоимость бензина. Какая, Алексей? Расскажи. Цена 95-й 1,62, газоль 1,52. Ну вот такая средняя температура по больнице. У нас во Франции вот такой бензин. Короче говоря, мы заправляемся, друзья, и из Франции. Проедем Францию и сегодня окажемся в Германии. Смотрите этот ролик. Самое интересное мы, как обычно, вам показываем. Так, давайте в путешествие. Вот такая у нас, друзья, сегодня погода. Это городок Виши. Небольшой французский городок в центральной части Франции. И известен он был тем с римских времен, что здесь есть термальные минеральные источники. И это был как термальный курорт. В принципе, он таким есть, насколько я понимаю, и сейчас остается. И особую такую популярность он имел в 18-19 веке. Смотрите, работает там что-то у нас такое булочное. В 18-19 веке, когда здесь, на этом курорте, любила отдыхать вся аристократия. Он достаточно популярный был. Ну, сейчас, наверное, популярность тоже остается какая-то, потому что здесь минеральные полезные источники, которые имеют какой-то лечебный состав. А также я знаю, что здесь и не только ее пьют, на ней готовят. Здесь есть бассейны, какие-то лечебные процедуры. Поэтому люди ездят на этот курорт. Здесь есть какие-то отели, спа-отели. И вот такой вот здесь полезный городок. Это хотели мы вам показать, рассказать. Так что кто хочет такой бальнеологический курорт посетить, кто любит такие термальные курорты, пожалуйста, вот городок Виши во Франции очень способствует как раз оздоровлению, лечению, для похудания. Там разные мероприятия проводят. В общем, полезная водичка минеральная, в которой можно искупаться, которую можно попить, отдохнуть. Погулять по этому городку, смотрите, как замечательно все. Приятный город, чистый. Люди вот занимаются спортом с утра. Вот такой он замечательный городок. Сюда мы ехали специально посмотреть, потому что и русская аристократия здесь посещала эти курорты, даже строили какие-то свои дома. Очень интересно с точки зрения даже истории, наверное. Какой-то дом сломали. Какой-то дом сломали. Вот так вот, друзья. Вот такое интересное местечко. Мы про это вам рассказываем. Кафешечки разные, уютные. Вот эти вот дома. Это русская аристократия, русское дворянство. Как Алексей прочитал в Википедии, приезжали сюда на лечение вот этих вот минеральными водами лечиться. Какие-то дома, они где-то жили, что-то строили, наверное. Да, вот почитайте историю. Друзья, очень интересно. Посмотрите, какие богатые дома здесь. Похожие такие вот. Вот это, я так понимаю, какая-то итальянская улица. А вот это де Руси, бульвар де Руси, то есть, ну, Вот эти вот дома, я про них читал. Очень красивые домики. Так что с исторической точки зрения очень интересно. Наши соотечественники здесь тоже принимали такие лечебные процедуры. Как я уже сказала, 18-19 век для аристократии был популярен. Вот такие, среди аристократии популярны были такие курорты. Ну, вот один из таких курортов, пожалуйста, это городок во Франции, в центральной Франции, город Виш. Вот в таком стиле весь городок. Вот такие красивые дома. Вот там что-то даже написано на фасадах. Но сегодня очень плохая погода, мы едем дальше, поэтому показываем вам обзорно. И вообще хочется погулять, конечно, по этому городу. Так что, кто приедет, можете остановиться где-то в спа-отеле даже посмотрите. Можно, наверное, здесь и минеральные водички где-то, где вот там дальше бальнеологические курорты. И просто погулять по этому прекрасному отелю. Смотрите, по каким милым городочкам пролегает наш путь сегодня. Это еще французские города. И, ой, смотрите, старая машина какая интересная. Немножко мрачноватая погода, но тем не менее мы видели много интересного, пасущиеся стада,
В общем, все здесь, да, край такой процветающий в плане скотоводства, в плане выращивания каких-то сельскохозяйственных культур. То есть, в общем, это и оправдано, потому что тут дожди. А впереди, ну, дожди, наверное, не всегда, но есть множество дождей. А впереди даже какая-то вот старая такая средневековая, видимо, такой замок, что ли, да, постройка. Кстати, вот цены на бензин. Можно наблюдать, да. И вот такой красивый городок. В принципе, во Франции множество таких вот старых домиков, черепичных крыш, красивых городочков. Сегодня воскресенье, все люди в основном еще, наверное, спят дома или отдыхают. Идут в булочную. А мы в пути. Кстати, да, работают булочные, мы обратили внимание. Работают булочные, артисаны, начинают работать кафешки, вот цветочный магазинчик. Ну вот вы можете посмотреть жизнь французов. Сегодня выходной день. Да, и, кстати, мы не едем по большим трассам, мы едем именно через города, чтобы насладиться вот этой французской красотой. Погрузиться немножко в такую аутентичность французской жизни. Ой, смотрите, какой старенький автомобильчик. Почему ты решил, что... Смотрите, средневековый какой-то замок впереди у нас по курсу. Ну, в общем, интересно. Франция тоже. Ну, в общем, достойно того, чтобы останавливаться в таких городочках. Наверное, здесь ночевать, проводить время, гулять, погружаться. Смотрите, какая красота. Да. Не аббат, а тут, наверное, какие-нибудь королевские дворяне. И вот разница с Испанией в том, что здесь все старые городочки, они, в принципе, очень ухоженные. Посмотрите, хороший асфальт, чистые улочки, даже домики здесь, ну, более ухоженные. Чувствуется, что, и, кстати, много цветов, красивые занавесочки на окнах. Чувствуется, что люди любят свои города, свою страну, как-то ухаживают за домиками. Никто никуда не торопится, тишина, такое спокойствие. Франция, конечно, очень красива, Франция ухожена. Здесь просто наслаждение. Даже каждый старый дом, хранящий свою историю, он все равно достаточно, видите, вот это вот отель. Здесь же есть ресторанчик. Ну, миленько. Остановиться, переночевать. Просто красота. И справа тоже отель. Я даже не знаю, как называется этот городок. Да, не буду... Как это ну, вот один из французских городов. Милые, красивые городочки. Приятно ехать, да? Приятно ехать. Дома, да, где люди живут. Ну да, я и говорю, что они более ухоженные, потому что вот иногда заедешь в испанский старый город, там может быть все разгромлено, какие-то старые дома, а здесь все старые домики, у них где-нибудь розовые кусты, розовые цветы. Велодорожки везде. Велодорожки, да, то есть старые домики, они такие дома с историей, но видно, что живут люди и ухаживают за этими домами. Очень красиво. Ну вот мы едем дальше, и вот небольшой городок такой проехали. Таких городочков здесь достаточно много. Можно путешествовать, останавливаться в разных городках. Приятно, наверное, как Алексей сказал, на автодоме путешествовать. Да. И гулять по этим городам, изучать историю, посещать разные музеи, выпить чашечку кофе где-то, съесть круассанчик с утра. Круассанчики были очень вкусные, обалденные, потому что я давно уже не пробовал таких, которые они настолько воздушные и настолько прям... Да. Наши кафешки были именно такие. Да, вот но что-то их там не очень оценили. В принципе, тут надо знать просто, наверное, да, быть ценителем кофе, ценителем круассанов. Вот. Так что, друзья, едем дальше. Впереди у нас еще Германия сегодня. Ну вот для сравнения показываю вам, ну не то чтобы для сравнения, а показываю вам очередной французский маленький городочек, который мы проезжаем, чтобы вот как бы вы видели, что такое Франция, что такое маленькие городочки, аутентичность. Вот городок тоже, пожалуйста, живет своей жизнью воскресной. Старенькие домики, новенькие домики, где-то живут люди, где-то, может быть, уже нет, вот слева, но тем не менее, вот ухоженность, везде лаванда какая-то растет, цветочки, хорошие дороги. Мы сейчас проезжали жандармерию и... Ты представлял Луи де Финесса? В один момент, да, мне представилось, что сейчас Луи де Финесс выедет на своей машине и поедет на какой-то перекресток ставить радар.
городочек закончился. Видите, маленькие такие городочки приятные. Живут люди, есть школы, есть фармасия, есть больнички. Ну, все как бы просто... Не могу сказать, что это деревенька, это городочки, да? Такие маленькие городочки, где все есть. Все очень ухожено, все чистенько, аккуратненько. Едем дальше. Даже вот какой-то водоем слева. Отдыхают люди на природе. На рыбалке вот рыбу ловят. Рыбку ловят. Кемпингов много. Классно. Очень здорово. А дождик идет, и температура у нас 17 градусов. Сегодня ты начал новый отсчет, да? Франция, Испания. Час мы в пути. 55 километров проехали, да? 7,4 расход топлива. Сегодня меньше. Вчера был 8,3, 8,7. Сегодня 7,4. И движемся дальше. Смотрите, тут олени. Только что олени перебежали нам дорогу. Не успела я снять. Не, в общем, мы ехали, и Татьяна говорит, вот можно представить, что сейчас выйдет из кустов король со свитой, с собаками, охотящийся какой-нибудь там Людовик V или VI на оленей. И тут появились олени. Да, только что дорогу перебежали. Ну, такие молодые, наверное, олени. Один остался вот там справа, а дорогу нам перебежал вначале слева направо, потом обратно молодой олень. Короче, да, просто вообще... Ну, мы это видели уже в Швеции, по-моему, где-то, да? Такие олени, гуляющие вдоль дороги. Классно. Итак, друзья, начали мы сегодня поездку нашу из городка Виши, французский город Виши. Проехали по маленьким городкам, которые вы видели, и сейчас выехали на национальную трассу. Какая она у нас? Вот сейчас мы увидим Н79, Е62. Вот по этой трассе мы пока что держим свой путь. Дальше все покажем. В сторону Дижона едем вот по такой хорошей скоростной трассе. Бесплатно. Бесплатный, да. Мы выставили в навигаторе себе именно бесплатный маршрут, бесплатный, и навигатор нас ведет вот такими дорожками. Погода, как вы видите, все еще облачная. Надеемся, что дальше будет хорошая погода. Причем, когда мы выезжали и смотрели, мы смотрели, что в Австрии жара, люди купаются. Значит, у нас там везде, в России жара. В общем, все, ничего не предвещало дождей, но, как оказалось, вот во Франции мы попали в дождливую погоду. И температура сейчас уже 17,5 градусов. Просто катастрофа какая-то. А мы в летних вещах. Ну, вот так вот. По трассе едем и Н73. Алексей выбирает бесплатные дороги, хотя навигатор периодически подкидывает нам. Не, он хотел свернуть на платную. Думаю, зачем, если есть возможность поехать по бесплатной, тем более в ту же сторону и с той же скоростью. Да. Ну, туда же едут разные машинки, поэтому мы едем пока по бесплатным дорогам. Мы еще на территории Франции, в сторону Дижона движемся. По трассе Н73. Сейчас... Н73 это будет. Будет, хорошо. По Н80, да, потом мы должны повернуть на Н73. 2 часа, 19 минут мы в пути. Расход у нас даже упал, ниже, чем вчера, 7 литров на 100 километров. И 167 километров мы проехали. Время у нас 10 часов 14 минут. Температура воздуха 20,5 градусов. Погода, в принципе, уже лучше. Настроение отличное. Настроение отличное. Мы в путешествии. Короче, без приключений у нас не обходится. Алексей свернул не на ту дорогу. Выезжаем обратно. Не надо смотреть на синие машины, Алексей. Не, я хотел посмотреть. Все понятно. Выезжаем мы обратно и попадаем снова туда, куда нам нужно было. Да, Франция просыпается в воскресенье, 10 утра. Уже машины зашевелились, люди заходили, магазинчики какие-то открываются. В общем, движуха началась. До этого только птички, да всякие олени бегали, ранние туристы. А теперь уже машин стало больше, люди заходили. Короче, воскресенье, и все проснулись. Все проснулись и пошли по своим делам. Вот как-то так. Итак, мы подъехали к терминалу платных дорог. Бесплатный у нас проезд будет. Выезжаем на трассу А36.
который идет в Мюлюз. Да. Ну и цену мы потом расскажем вам. Сейчас мы взяли всего лишь вот талончик такой. Потом оплатим его и скажем, и покажем вам, сколько это стоит. Направление у нас А36 Мюлюз. До Мюлюза мы только что проехали указатель 201 километр. И Алексей решил здесь не заправляться. Да, заправимся уже в Германии, потому что во Франции все-таки топливо значительно дороже. Топливо значительно дороже, и заправки неудобные. Там везде блокируется сумма. Где-то 100 евро, где-то 150. И возвращение уже потом по прошлому разу, по прошлому опыту где-то было там через 2-3 недели. Разблокировалась эта сумма. Поэтому такие заправки нас не очень устраивают. Вот. И следующее будет уже в Германии, да? Да. Так что все, друзья, едем. До Мюлюза у нас 200 километров. Я думаю, что дорога в основном-то будет все вот прямо и прямо. Да. Наверное, где-то мы сделаем остановочку, чтобы выпить чашечку кофе. 7 литров у нас на 100 километров расход. Ну и 209 километров мы всего лишь сегодня проехали. Мы не спешим, едем мы не очень быстро, получая удовольствие, рассматривали все французские красивые города. Городочки, я бы сказала, бывшие деревеньки, но очень красиво, очень уютно, здорово. И, как всегда, нам Франция очень понравилась. Едем дальше. Кстати, сразу пока вспомнила, хочу сказать, что в отеле при размещении и вообще нигде у нас никаких тестов, ничего не спрашивали. Ни тестов, ни прививок. В общем, ничего не спрашивали. При заполнении в отеле, ну, стандартная информация, наверное, имя, фамилия, какие-то данные, телефон. Вот. Ну, ничего экстраординарного, в общем-то, у нас не спрашивали. Не было такого, что покажите ваш тест ПЦР или привиты вы или нет. В общем, пока ничего нет. Пока ничего нет. Во Франции маски сняты везде. Да, в отеле они надевают маску, когда вот, ну, по территории ходят, в лифт садятся, допустим, или заходят в кафешечку поесть, на ресепшн подходят. В масочках на улице вообще никого, в магазинах в масках. На улице вообще никого в масках нет. Не так, как в Испании. То есть все сняли, все спокойные. И, в общем, все адекватно, понимание у людей есть ситуации, поэтому все хорошо, да? Что ты хотел сказать? Ну, я говорю, что сумасшествия нет такого. Что... Нету, все спокойно, все хорошо, все работает, все как обычно. Ну, вот я говорю, что маски только внутри помещения, а на улице все ходят без масочек и дышат свежим воздухом. Ничего у нас такого не спрашивали. Едем дальше. Путешествуем, смотрим, показываем вам, получаем удовольствие. Кстати, уже светит солнышко. Я посмотрела прогноз погоды, что впереди, допустим, в Таллине 26 солнечно, в Питере, соответственно, 26 солнечно. В Германии тоже погода неплохая. Ну, в общем... Это не может радовать. Это радует. То есть жары-то сильной нет, но и дождей тоже нет. Сейчас мы остановимся, передохнем, может быть, немножечко, но я бы хотела остановиться там, где можно выпить чашечку кофе. А здесь, кажется, этого нет. Все понятно, едем дальше. Поэтому едем дальше, ищем чашку кофе, озвучу, сколько она стоит, кому интересно. Ну и просто путешествуйте с нами, если вам это интересно. Народ тоже путешествует, кстати. Кто-то с лодкой едет, кто-то с автодомом. Путешественников много. Июль месяц все-таки. Июль-август в Европе – это пора отпусков. Особенно август, по-моему. Все всегда массово ехали куда-то на море. Кто-то обратно, кстати, едет, а кто-то еще к морям движется. Вот так вот. Нет, раз уж мы во Франции еще и разговариваем про Францию, то сейчас Алексей быстренько вам расскажет то, что нам сказали французы, почему здесь платные дороги, значит. Ну, вернее, не почему здесь платные дороги, а как они себя немножечко, наверное, успокаивают, да, что вот у них есть платные дороги, но зато у них, и кстати, дорогое топливо, дороже, чем в Испании, но зато... Ситуация была такая, я спросил, какой налог вы платите за автомобиль, потому что вот в Испании там 100 евро, там в России, там, ну, везде по-разному, от лошадиных сил и так далее. Но французы сказали, что во Франции у них нету транспортного налога, а весь этот налог размазан в платных дорогах и в топливе.
Поэтому кто больше ездит, кто вообще ездит, те, соответственно, и платят. Если вы купите машину и поставите в гараж, соответственно, вы не будете платить. Вот как-то так. Ладно, все, едем дальше. Смотрим дальше, что у нас тут еще интересно. Смотрите, остановились мы снова или вновь на заправочке, на стояночке. Будем делать перерыв. Сейчас здесь очень такие тоже хорошие стоянки. Все можно здесь купить. И магазинчик есть, и кофе мы купим сейчас. Передохнем, скушаем свои бокади, бутербродики и двинемся дальше. Дижон мы уже проехали. В общем, погода, смотрите, уже лучше значительно. Облачка такие, но дождя нет. Тепло. Все, идем покупать кофеек. Все, друзья, здесь очень удобная заправка. Есть туалет, все чистенько, аккуратненько, санитайзеры. Сувенирный магазинчик. Очень хороший мод. Купили сувенирчики. Вот такие шикарные. Ну, тоже это где-то 6 евро, это 5, по-моему, евро, да? Ну, такие цены, как везде, на трассах. И сейчас делаем кофе себе. Сейчас покажу вам цены. Алексей будет делать второй кофе. И покажем, то есть здесь вот все в аппарате в таком. Кафе. Кафе здесь, наверное, тоже есть, где можно посидеть. Нет, здесь нет. Здесь нету, но вот кофе готов. Вот так объемно покажу. Он еще не доделал кофе. Внизу сдача. Вот мой кофеек. Сейчас Алексей будет себе делать. Да. Смотрите, какой кофе. Это кофе с молочком. Кофе. Не спешаем, выбираем кофе. Мы выбирали вот этот кофе. Вот. С сахарком. А сколько стоит? Нам цену где-то... евро 70. Вот такая чашечка кофе. Горячий. Ой. Что горячий кофеек. Сейчас мы пойдем на стояночке, посидим, скушаем свои бутербродики. Вот так. Ну, вот как я говорила, внутри в масках, а уже на улице можно маски снять. Вообще здесь на улице никто их не носит. Все, сейчас пойдем делать перерыв, кушать бутерброды, пить кофе на улице. Рядом сувенирный магазинчик. Алексей увидел и сланцы, и шапки, и все здесь можно купить, и конфетки. В общем, здорово. Да, здорово. Ручки помыли чистым. Все, он кинул. Туалетики. Ну, вот все. Кофе готов. Все, пойдемте отдыхать. Вот такие здесь есть столики. Видите, там площадочки. Сейчас мы где-нибудь пристроимся. Да, вот так вот мы классно здесь пристроились. Хотела сказать, на заправках везде в Европе есть вот такие столики, как в Испании, в Германии. Мы будем вам все показывать. Во Франции очень удобно, чисто. Берем с собой сумку-холодильник. Она такая мягенькая. Всякие вот вчера йогуртики купили в Леклерке, булочки. И решили сейчас сами себя побаловать. Здесь можно, конечно, сырочки, смотрите, французские такие. И круассаны тоже французские. Обзор, кстати, этого магазина, смотрите, повторюсь, тоже у нас на канале. Отдельно я его сделала. Сейчас покушаем и поедем дальше. Легкий такой перекус. Очень удобное местечко. Вот там вот мы были в магазинчике. И зеленые такие просторы. Зелень кругом. Очень приятная такая территория. Горушки какие-то. Ну, классно. На трассе такое местечко. Уютненькое. Кстати, видите, в Испании все выжжено уже. А здесь все зелененькое. Приятно. Очень красиво. Акация пахнет очень приятно. Алексей обнаружил, что на территории этой стоянки есть бесплатный Wi-Fi. Да, шикарно, быстро подключился. Да? Мы не в здании, а на улице. На улице. Ну, вот представляете, вот это Франция. Вот, конечно, Франция – это комфорт. Франция – это вкусная еда. Франция – это чистая природа, это красивые городочки, даже если там старые здания. Но видно, что они любят свои города, свои дома, свои участки, огородики, поля, вообще свою страну. И все чистенько, аккуратненько. И, видите, все для людей. Комфорт, да? Пожалуйста, все есть на стоянке, даже бесплатный Wi-Fi. Ну, сейчас во многих городах, наверное, скажут люди, есть бесплатный Wi-Fi, в России тоже где-то там, в Питере. Но все равно приятно вот здесь вот по дороге бесплатный Wi-Fi. Потому что, поскольку мы путешествуем, часто бывали где-то, да, то, в общем-то, ценим это безмерно. Ну и все, мы вот подготовили себе такую маленькую поляночку. Сейчас перекусим. Кофе евро 70 на трассе, да. Нам приятного аппетита. И будем... Потом покажу немножко вам еще виды здесь. Все, сейчас мы кушаем и едем дальше. Когда спрашивают, говорят,
Ну или комментирует кто-нибудь, что где народ в Испании, где народ там, сям. Наверное, пандемия у вас нет. Смотрите, с автодомами, вот за Алексеевым спиной люди на автодомах даже путешествуют. И, кстати, мы видели очень много с прицепами, с такими кемперами. И да, на караванах, вот автодома, народ путешествует. Здесь очень много сейчас народу остановилось рядышком с нами за соседними столиками. 12 часов практически, ну, время, я не знаю, второго завтрака, наверное, да, в час-два у них обед, люди перекусывают. И вот видите, показываю специально, что на автодомах путешествуют люди очень даже активно сейчас. Здорово. Ты так заинтриговала, хочется повернуться. Да, повернись, посмотри. Ну, ты посмотришь потом на видео, я так снимаю, тут Станислав здесь тоже немножко. Вот. Ну, на самом деле погода хорошая, хоть и вот облачно, но достаточно тепло. Достаточно тепло. Здорово. Еще хочу сказать, похвалить Францию снова. Попробовали вот такое французское печенье. Вкус обалденный. Вот все-таки во Франции все вкусно. Все, да, Алексей? Да, и сыры, сыры какие обалденные. Все, что не пробуешь, попробовали сыры, попробовали круассаны, попробовали печеньки. Каждый раз что-то новое пробуем. Вкус просто обалденный. Ну, для тех, кто не ест печеньки, не ест там мясо, не ест еще чего-то. Во Франции много всяких овощей, фруктов. В общем, все очень здорово. Ну, я всегда все время все нахваливаю, говорю про все красиво и здорово. Но это действительно так. Если я это чувствую, я так и говорю. Если плохо, то я бы сказала, все плохо. А тем временем во Франции нас поджидает очередной платеж. А где у нас талончик? За проезд. А тут талончик надо? Тут талончик надо брать, наверное. Нет, талончик у нас да. Ты уже брала. Мы потеряли его. 13 евро. 13 евро. Вот, мы почти половину сэкономили. 13 евро. Мы ехали по каким-то бесплатным дорогам нам. И часами удобно опять. Да, нас часами. Отлично, да. Расплатился. Навигатор нас вез по бесплатным дорогам частично. Частично, видите, получились платные дороги. Ну, в общем, 13 евро. Все можно посчитать потом, сколько всего выходит за дороги платные. Ну, вот так вот. А я, когда выезжал из отеля, было написано 26-21 евро. 12 часов 47 минут. Там еще, по-моему, будет этот... Еще будет один, да? Какой-то пост, где, мы, помнишь, границу проезжали, он чисто так 2 евро раздали. Итак, друзья, вот еще у нас один проезд в сторону Мюлюза, да? 2,90, Алексей сказал, стоит проезд. И мы, значит, проезжаем вот через вот этот вот тоже платный терминал. Вот, класс 1 2,90, а с караваном 4,50. Так, не показываю чужие машины, показываю, да, легковые 2,90, караваны, микроавтобусы 4,50, класс 2. Вот здесь сейчас оплатим, так, оплачиваем 2,90. Видите, тут уже... Попробуем Сбербанк. 2,90, оплатил часами. Можно взять чек и едем дальше. Вот так вот, друзья. Пока едем дальше, я расскажу вам одну интересную вещь. То есть я уже сказала, что у нас ни тесты, Вы нигде... даже не представляете, что сейчас приключилось. Сейчас переключился. И пока мы едем, друзья, вот хочу вам рассказать одну интересную вещь. Я уже сказала, что ни тесты, нигде ничего у нас не спрашивали вот на территории Франции, но сейчас нас остановила таможня. Вовремя я перевела, то есть остановил микроавтобус, так как мы правила дорожного движения в Испании изучали. Алексей, это не Вергла, я вообще не заметила. Не Вергла, они, значит, синими проблесковыми маячками помаячили. И показала женщина рукой, женщины-таможенницы, показали рукой, что держитесь за нами, ну туда вправо будете останавливаться, направо. И встали перед нами. А сзади маленькая машинка ехала. 2 машины, получается, нас сопровождали, остановили нас на стояночке. Вовремя я перевела, что это таможня, потому что по-французски мы не читаем. Ну и, соответственно, они не про водительское удостоверение не спрашивали, не спрашивали ни наши ПЦР-тесты, ни документы на машину. Их интересовало именно вот как таможня. То есть они спросили нас, откуда мы едем и куда. Откуда мы едем и куда. Соответственно, я им сказала, что у нас резиденция Испании, показала карточки. И еще один вопрос они задали. Да, куда мы едем? У вас вакационис отпуск? Да, мы едем в Россию. Мы сказали, мы едем в отпуск. Там моя мама.
И единственное, вот они спросили, везете ли вы больше 10 тысяч евро наличными, потому что это надо декларировать, видимо. Вот. Мы говорим, нет, у нас все на карточках. То есть, ну, действительно так, какая-то мелочь есть в виде такой вот эффектива. Слава богу, что эти таможенницы разговаривала, одна из них на испанском. На испанском мы изъяснялись. В общем, все достаточно понятно. В экстремальной ситуации я вспомнила тоже все слова испанского языка, и все мы объяснили. Станислав нам кое-что даже переводил. Вот. Ну, предлагали на английском, на испанском, на французском, на каком хотите. Нет, ты должна сказать, что Алексей растерялся и говорил, я не брал Бастилию. Нет, Алексей, как всегда, растерялся. Все пришлось решать нам со Станиславом. На самом деле хорошо, что бдительные, хорошая, красивая страна, бдительная все здесь. Вот бдительная таможня. Ну, вначале мы проехали легковой автомобильчик, на котором, в котором ехал один там мужчина. Было написано какое-то слово непонятное, то ли дорожные службы, то ли что-то, но не полиция. Мы еще обратили внимание, объехали его, и после этого вот нас остановил микроавтобус. Потом я перевела вот это слово магическое, не буду его врать, потому что могу неправильно произнести. В общем, оказалось, что это таможня. Ну, вот таможенники только ездят, проверяют, видимо, кто чего везет. Да, спросили, долго ли мы были в Испании. Мы сказали, что мы там живем. Живем, где живем. Мы сказали свою провинцию, где живем, что были 2,5 года, что сын наш учится там в школе. Спросили, какая у нас резиденция, с работы без права на работу. И что, зачем мы едем в Россию. Что мы россияне, да, мы россияне, машина наша. Семья. Что вы семья, да, семья. Ну, вот при таможне, конечно, мы надевали масочки. Алексей надел масочку, она тоже надела масочку. В общем, все нормально. Заняло это где-то минут 5. То есть, ну, вот такие вот случаи бывают. Пожелали хорошего путешествия, хорошего настроения. То есть ничего, все очень доброжелательно, все очень вежливо, все в рамках приличия или там в рамках закона. Бдительно проверяют просто кто, что и как мы сюда попали. Вот то, что мы живем в Испании, у нас есть резиденция, и мы едем в отпуск, то, в принципе, все вот так. Вот единственное такое сейчас, пока вот это на территории Франции, у нас произошло такое мероприятие. Не знаю, как мы поедем в Германию, в Польшу. Это будет совсем скоро, для вас через несколько секунд. Вот смотрите, что будет у нас в Германии, как мы проедем в Германию, есть ли там какой-то контроль, требуют ли там тесты, не требуют. Ну, посмотрим, все у нас впереди. Вот так вот, друзья. Ну, а третью часть мы вам уже потом покажем. Это будет другая часть, другая серия нашего фильма путешествий. Это будет уже из Германии в Польшу. И посмотрим, что там будет в Польше, сколько мы там дней проведем, как мы проедем. И уже дальше будет Польша, Россия. Вот так вот, как-то так. Ну, мы не из Польши будем, конечно, в Россию въезжать, а Польша, наверное, Эстония и уже дальше в Россию. Вот как-то мы так и движемся. Вот так вот. Итак, друзья, заезжаем мы в Германию. В общем, заехали мы в Германию. Вот так, в принципе, легко и просто. Мазки не стали брать у нас? Нет, то есть вот могу сказать, да, из Испании мы выехали, Францию проехали, нигде у нас ничего не спрашивали такого, никаких тестов. Едем по Германии. Надеюсь, что тоже будет все быстро и хорошо, что ремонт дорог в большом количестве нас не затронет, не заденет. 4, почти 5 часов мы в пути, 7,6 у нас расход. И 420 километров мы проехали со стояночками, так или с кофепитием, не напряжно, достаточно легко. Погоду мы смотрели, что дальше там должна быть, в принципе, неплохая погода. Алексей от стресса отошел, да, таможенного стресса. У нас со Стасом стресс так и не затронул особо, потому что, ну, если все в порядке, так все в порядке, что там стрессовать-то. Вот, так что вот так, друзья, едем. В Германии, кстати говоря, в каких-то регионах выращивали хмель тоже. Очень интересно, тоже развита у них агрокультура, да? Во Франции. В Германии мы хмель видели раньше. В Германии? В Германии. Да, в Мюнхен. Но эта дорожка у нас пролегает в сторону Зинхамс, где мы Зинхамс, да? Музей были. Так, сейчас я покажу. Вот там есть у нас направление на Страсбург, Фрейбург. В общем,
Штутгарт. Вы видели, надеюсь, сколько, куда километров. И едем, пока никаких пробок, пока никаких ремонтов. Все покажем. Швейцарцы вот едут, нидерландцы едут, поляки едут. В общем, все путешествуют. Куда-то путешествуют. Немцы, хотел сказать, да. Термальные источники. Вот, кстати, да, видите, здесь очень много мест, где можно, видимо, попить минеральной водички с лечебным эффектом. В общем, ладно, едем дальше.